Всем привет, друзья! В этом уроке мы с вами изучим очень полезный инструмент, который в разы сокращает монотонную работу. Называется он Spacing Tool или копирование по сплайну, что в переводе означает инструмент для копирования объектов через определенное расстояние. Работая в 3D Max по 10-12 часов в день, зачастую хочется упростить или ускорить какие-то операции, чтобы рабочий процесс был в удовольствие. И одним из таких инструментов является Spacing Tool – копирование по сплайну. Для вызова данного инструмента необходимо зайти во вкладку Tools, найти здесь вкладочку Align, и вот здесь мы можем найти Spacing Tool. Вот он, собственно говоря. Для быстрого доступа к данному инструментарию можно использовать горячую клавишу Shift-I. Вот. Кроме этого, есть еще один вариант быстрого доступа к инструментам группы Align. Это включение вкладки Extras. Найти эту вкладочку можно вот на этом главном меню. Нажимаем правую кнопку мышки. И здесь в выпадающем меню находим кнопку Extras. Напротив нее ставим галочку. И мы видим, вот в этом окне появляется вот такая менюшка. Ну, у вас она может выскочить здесь. Вы ее потом можете перетянуть сюда и закрепить в эту панель. Вот, не забываем сохраниться. Сохраняем нашу рабочую настройку. И, пожалуйста, вот теперь доступен нам инструмент Spacing Tool. Нажимаем, и вот он появился. Теперь непосредственно можем перейти к показу самого принципа работы инструменты. Я подготовил здесь пару сцен, которые могут встретиться, да? Ну, самые такие распространенные случаи его применения. И заодно разберем, какие могут возникнуть ошибки и проблемы при работе с данным инструментом. Смотрите, допустим, нам надо построить заборчик вдоль пути, да? Или заборчик, или столбы поставить, ну все что угодно. Берем наш флажок, смотрим, пивот у него расположен у низа, да? Как раз по плоскости. Теперь смотрите, копируем, сейчас мы два случая покажем. Какие могут быть. И, допустим, этот пивот у этого флажка ставим где-то здесь. Ну, примерно посередине, да. Теперь смотрите, запускаем, выбираем этот флажок, у которого пивот у основания находится флажка. Нажимаем инструмент Spacing Tool. Указываем наш путь, по которому необходимо эти флажки скопировать. И нажимаем левую кнопку мышки. Смотрите, что произошло. Флажки скопировались, но они смотрят все в одну сторону. И расположены по поверхности этого сплайна. То есть идут по земле, скажем так. Теперь смотрите. Если мы хотим повернуть флажки вдоль пути, нам надо нажать галочку Follow. То есть, видите, они развернулись и идут теперь вдоль пути. Также здесь мы можем указать копия, instance и reference. Ну, все как в клонировании. Давайте укажем instance. Позже я объясню, для чего это делается. Теперь смотрите. Мы можем задать не только количество флажков, но и также расстояние. Но если сразу включить галочку Spacing при включенном Count, инструмент начинает глючить. Видите? Он по прямой линии как бы выстраивает. Вот, допустим, мы делаем, да, делаем что-то. Вот он приближает флажки, выстраивает их. То есть это глюк такой. Поэтому эти два пункта, они всегда используются по отдельности. Допустим, если вы используете только расстояние между флажками, между их центрами, да, между пивотами, тогда надо включать спейсинг. Если вы количество флажков хотите, да, поставить, то отключаем спейсинг, включаем count. Ну вот, в общем говоря, вот так вот. И вот вы уже смотрите, да. Потом, вот эти два параметра, start offset и end offset, они отвечают за то, как будут удалены крайние объекты, ну в нашем случае флажки, от края линии, да. Смотрите, допустим, крайняя линия. Вот видите, на какое расстояние они уже будут исчезать. То есть сколько бы мы их ни добавляли, вернее с этой стороны. А это end offset отвечает за эту сторону. Смотрите. И теперь сколько бы мы ни добавляли флажков, какое бы расстояние мы ни делали, видите, они все время здесь будут обрезаться как бы, ну прятаться. То есть не до конца доходить. Так, это ясно.
Теперь давайте используем все-таки эту галочку Apply, Close, да, закроем пока инструмент и смотрим. Смотрите, все флажки смотрят в одну сторону. А вот, допустим, мы захотели эти повернуть флажки, все, чтобы они внутрь смотрели. Что для этого можно сделать? Для этого есть два способа. Первый способ. Заходим в подобъекты. Вот почему нам нужны были инстансы. Смотрите. Мы можем зайти в подобъекты этого объекта. Выделить его полностью. И повернуть. Смотрите, что происходит. Видите? То есть все объекты начинают поворачиваться. И теперь мы их можем поставить вот так, чтобы они смотрели. Все внутрь круга. Или, если нам так желательно, можем поставить наружу. Вот, пожалуйста, для этого нужен был инстанс. Второй способ тоже имеет право на жизнь. Здесь, в этом случае, могли бы сработать и копии. Смотрите, выделяем все эти флажочки готовые. И идем сюда, во вкладочку, там, где мы могли выставить пивоты. Или общий один пивот. Или пивот для каждого объекта в отдельности. Мы же берем каждый объект в отдельности. И теперь смотрите. Оп, мы можем вращать как угодно, видите? Пивоты наружу, внутрь, наружу, внутрь. То есть очень удобный инструмент. Теперь смотрите, что я хотел рассказать по поводу объекта, у которого пивот расположен не на плоскости, а где-то посередине, да? Вызываем опять этот инструмент, выбираем второй тип флажка, указываем Pick Patch. И теперь смотрите, наши флажки, сейчас так чуть-чуть поверну, выстроились где-то под землей. То есть, что из этого, какой вывод следует? Что если у объекта пивот расположен не на плоскости, там, где лежит путь, по которому должны пройти эти объекты, то эти объекты будут проваливаться вниз, под землю, да? То есть обязательно, если вы хотите работать с этим инструментом корректно, пивот должен быть на плоскости, но не во всех случаях. И вот мы плавно переходим ко второму случаю. Смотрите. Допустим, у нас есть задача посадить на грядки луковицы. Ну, мало ли кто-то визуализирует. Ну, или какие-то шарики, да, чтобы в воде типа плавали по поверхности. Шарик у нас наполовину утопает в воде, или луковица наполовину утопает в земле. Для этого, смотрите, мы берем обычную сферу с пивотом по центру, включаем инструмент. И вот в этом случае, указывая Pick Patch, смотрите, мы наблюдаем такую картину. То есть шарики стали так, как надо. В этом случае они расположились правильно по пути. То есть здесь инструмент сработал правильно. Теперь еще один случай и еще какие ошибки могут возникнуть. Допустим, у вас есть объект. Давайте его превратим в editable поле. На всякий случай. Ну, для показа этого, вернее, опыта нужен editable поле именно. И теперь проделаем то же самое. Указываем Pick Patch. И вот наши чайники расположились, да? Вот мы включили follow, чтобы направление было по пути. А потом нам вдруг вздумалось, ну, захотелось, да, повернуть эти чайники, чтобы они носиками смотрели внутрь, допустим, круга, да. Мы заходим в подобъекты, как всегда, выделяем чайничек и начинаем крутить. И смотрите, что происходит. Все рассыпается. А рассыпается почему? Потому что этот чайничек был создан из 3 подобъектов. И эти подобъекты были независимыми. И в процессе вращения каждый объект вращается, подобъект вращается по своей оси. Поэтому, естественно, но все здесь будет рассыпаться. То есть получается, мы должны учитывать, что для вот этого действия, чтобы развернуть все чайнички, необходимо, чтобы объект был цельным. То есть, чтобы все вершины и точки, то есть все точки были спаяны. Тогда все получится. Ну, или опять обращаемся вот к этому нашему способу, который мы использовали там, чтобы все пивоты вращались отдельно. Этот способ здесь получится. Но только смотрите, здесь чайник перекосится. А если мы вращаем здесь, то чайник идет ровненько по своей оси. Видите, здесь не перекашивается. Поэтому имейте в виду этот частный случай. В этом уроке вы узнали об инструменте Spacing Tool, который позволяет копировать объекты по сплайну, а также все его нюансы и тонкости. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание, всем пока.